Добрый день, рада приветствовать вас на канале Радуга Творчества. Мы продолжаем готовиться к Новому году, времени осталось совсем немного, поэтому сегодня мы будем вязать елочную игрушку, подарок. Для работы нам нужна любая пряжа, какая у вас есть. Я буду вязать из пехорки, детская новинка. Нам нужен цвет красный и белый. Для начала работы набираем цепочку из 16 воздушных петель. Если вам нужна игрушка побольше, то набирайте большее количество петель. Кстати, забыла сказать, крючок он у меня номер 2,5. Набираем цепочку из 16 петель. Дальше 3 воздушные петли на подъем. И теперь 1, 2, 3 в третью петлю от крючка, в третью от крючка петлю провязываем столбик с накидом. Петли подъема у нас также считаются за столбик. Далее в следующую петлю столбик. И так в каждую петлю. То есть до конца ряда мы провязываем в одну петлю один столбик. Вместе с петлями подъема у нас получилось всего 17 столбиков. То есть мы провязали 16 столбиков, и 17 это петли подъема. Второй ряд. Набираем 3 петли на подъем. Работу разворачиваем против часовой стрелки. И теперь в каждую петлю провязываем столбик. Тут важно, чтобы не упустить последний столбик. 17. Потому что там петли подъема, можно посчитать, что там провязывать не нужно. Так что, когда вяжем, считаем столбики. Вот смотрите, у нас остался 17 столбик. Вот в эту петлю, в петли подъема, обязательно нужно провязать столбик. Далее работа у нас будет повторяться, то есть из ряда в ряд мы набираем 3 воздушные петли, разворачиваем работу против часовой стрелки, вот сюда в первую же петлю провязываем, и так в каждую петлю. Количество рядов также можете определять сами в зависимости от того, какой формы вам нужна игрушка. То есть это прямоугольник или квадрат. У меня игрушка будет прямоугольной, я буду вязать 7-8 рядов примерно. Далее самостоятельно вяжем в каждом ряду по 17 столбиков с накидом. Провязали 7 рядов, получается у нас такой не очень ровный прямоугольник. Сейчас мы это будем исправлять. Нужно обвязать по периметру столбиками без накида. Одна петля на подъем. Вот здесь у нас столбики с накидом, здесь нужно будет провязать 2 столбика. В углу провязываем столбик. Дальше продеваем вот так внутрь крючок. 1 столбик, 2 столбика. Переходим к следующему. 1, 2. Сейчас по стеночке вяжем, провязывая в столбике с накидом вот здесь сбоку по 2 столбика без накида. В углах делаем прибавки, иначе у нас завернется вязание. Дошли до угла. Теперь в угол провязываем 2 столбика. И дальше по периметру. Но здесь у нас идет 1 петля, 1 столбик. Только в боковой части мы провязываем в 1 столбик с накидом. Мы здесь провязываем 2 столбика без накида. И так обвязываем по периметру. Смотрим, что у нас получилось. У нас получился красивый ровный прямоугольник. Подарок у нас готов. Теперь нам нужно сделать упаковочную ленту. Для этого белой пряжи набираем цепочку из
воздушных петель. Сколько нужно воздушных петель набирать? У меня вот так цепочка. Вот так ее набираем, примеряем. У меня ушло 45. 45 на эту сторону. И нам нужна вторая такая же цепочка, чтобы здесь подарок перевязать. Связала вторую цепочку, у меня ушло 37 воздушных петель. Теперь что делаем? Буду соединять на середине. Вот так. Здесь соединю. И вот здесь. Вот так должно получиться. Ленту одела, вот так связала их между собой, хвостики мы сейчас потом спрячем. И сейчас будем вязать бантик. Для бантика мы набираем цепочку из 40 воздушных петель. Далее во вторую от крючка петлю, вот это первая, вот это вторая, провязываем столбик без накида. И в каждую петлю теперь до конца цепочки мы провязываем столбики без накида. Получился у нас вот такой шнурок. Теперь нужно его сложить в бант. Это сделать довольно легко. Вот таким образом. Далее нам нужно будет пришить бантик к нашему подарку и сделать веревочку для того, чтобы можно было повесить ее на елку. Пришили бантик, пришили веревочку. И наша игрушка на елку готова. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!